Привет, мои дорогие любители пушистых хвостиков! Устраивайтесь поудобнее, возьмите чашечку чая или, может быть, пакетик лакомства для вашего главного героя, потому что сегодня мы отправляемся в настоящее детективное путешествие по закоулкам кошачьей души. Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит в этой маленькой голове с ушками-радарами? Почему иногда кажется, что ваш кот — это не просто домашний питомец, а мудрое, загадочное существо, которое знает о мироздании гораздо больше, чем мы? Друзья, если вы, как и я, готовы часами наблюдать за этими грациозными созданиями, обязательно поставьте лайк под этим видео прямо сейчас. Это очень помогает нашему кошачьему каналу расти, а мне рассказывать вам еще больше удивительных историй. Поставили? Тогда поехали разгадывать тайны. Представьте себе обычный вечер. Вы выбираете котенка в приюте или у заводчика, думая, что именно вы совершаете этот важный выбор. Но на самом деле все происходит с точностью да наоборот. Кошки — прирожденные аналитики. И они начинают изучать вас задолго до того, как вы это заметите. Они не приходят в нашу жизнь случайно. Они долго присматриваются, слушают тембр вашего голоса и оценивают общую энергетику дома. Часто бывает так, что в семье несколько человек, но кошка выбирает себе одного своего фаворита. И что самое интересное, это далеко не всегда тот, кто наполняет миску кормом или громче всех кричит «Кис, кис!». Кошки выбирают того, рядом с кем они чувствуют абсолютный штиль и безопасность. Если ваш пушистик решил, что именно вы его человек, поздравляю, вы прошли самый строгий кастинг в мире. Ведь для кошки вы теперь не просто двуногий поставщик еды, а настоящий тихий порт. А как ваш кот выбрал именно вас? Это была любовь с первого взгляда или он долго проверял вас на прочность? Обязательно напишите свою историю в комментариях, я обожаю их читать. Кстати, о странностях. Вы наверняка замечали этот пугающий момент, когда кошка замирает и начинает пристально смотреть в пустой угол или на чистую стену. В комнате тишина, ничего не происходит, но она не шевелится, словно видит там что-то или кого-то. Сразу хочется обернуться и проверить, не стоит ли там привидение, правда? На самом деле все гораздо прозаичнее, но оттого не менее удивительно. Биология подарила кошкам невероятные сенсоры. Они слышат ультразвуковые частоты, которые недоступны нашему уху, и видят малейшие частички пыли в луче света, которые для нас невидимы. Даже легкое движение воздуха от сквозняка или шорох насекомого за стеной для них целое событие. Но иногда они просто погружаются в себя, считывая пространство и анализируя обстановку. В такие моменты кошка выглядит настолько мудрой, что невольно начинаешь верить, будто она понимает структуру Вселенной лучше любого физика. Эта их способность чувствовать невидимое проявляется и в том, как они ведут себя, когда нам плохо. Вы можете не ронять ни слезинки, сохранять полное спокойствие и делать вид, что все в порядке. Но кота не обманешь. Они считывают малейшие изменения нашего гормонального фона, частоту дыхания и даже микронапряжение в мышцах. И именно в те моменты, когда мир вокруг рушится, ваш независимый охотник вдруг приходит, садится рядом или просто кладет лапку на руку. Без лишнего шума, без навязчивости, просто присутствие. В этом молчаливом сопереживании кроется какая-то древняя магия, ведь иногда лучшее лекарство — это просто знать, что кто-то рядом понимает твою печаль без слов. А ваш хвостик чувствует, когда у вас плохое настроение? Приходит ли он утешать вас в трудные минуты? Интересно, что эта привязанность работает по особым правилам, которые часто сбивают владельцев. Наверняка у вас бывало. Вы зовете кошку, хотите ее затискать, а она с самым независимым видом уходит в другую комнату, игнорируя ваши мольбы. Кажется, что ей на вас плевать, но стоит вам отвлечься на книгу или телефон, как этот пушистый комок уже тут как тут, трется о плечо и требует внимания. Все дело в том, что кошки органически не выносят давления и прямого контроля. Для них важно чувствовать, что инициатива исходит от них самих. Это вопрос доверия. Чем меньше вы пытаетесь ее заставить что-то делать, тем больше она хочет быть рядом с вами. Это идеальный пример здоровых границ, которым нам стоило бы у них поучиться. А когда наступает ночь, правила игры снова меняются.
Днем кошка может весь день проспать в шкафу, едва удостоив вас взглядом, но как только мир замирает в темноте, она превращается в нежного спутника. Она приходит к вам в кровать, аккуратно касаясь лапкой или устраиваясь в ногах. Да, кошки — ночные существа. Их предки охотились в сумерках, но ночные визиты к человеку — это не про охоту, а про поиск тепла и максимальной близости. В темноте даже самому смелому хищнику хочется чувствовать спину друга. Когда кошка выбирает спать рядом с вами, она буквально говорит: «Я доверяю тебе свою жизнь, пока я сплю». И это, пожалуй, самый дорогой подарок, который мы можем получить от этих загадочных существ. Друзья, если вам близок такой душевный и подробный формат разговоров о наших пушистых сожителях, если вы каждый день открываете в своем коте что-то новое, подписывайтесь на канал. Будем изучать их тайны вместе. Мы сегодня разобрали только малую часть их странного поведения, но, надеюсь, теперь вы будете смотреть на своего кота еще более влюбленными глазами. Напишите в комментариях, какой из этих фактов больше всего похож на вашего любимца. Может, он тоже обожает пугать вас взглядом в пустоту или приходит лечить, когда вам грустно. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые уютные посиделки, и делитесь этим видео с другими кошатниками. Спасибо, что провели это время со мной. Берегите своих хвостиков, ведь они частичка настоящей магии в нашем обычном мире. Всех обнимаю. И до новых встреч! Муль.